Гагарин. Чему мальчик хороший? Его в прошлой жизни звали Васька. После того, как он прилетел с 4-го этажа на землю, его назвали Гагарином. Это его Ирина Юрьевна так прозвала. Классный парень. Дружелюбный, всех людей любит. Всем рад. Поэтому, наверное, ему очень повезло, что он шлепнулся, и нет ни переломов, ничего. Да, дружок? В общем, как-то так. Ладно, погнали. Не страшно так? Нет. Одни верят в благородство президента, говорят, что не может президент быть умным, поэтому он делает все правильно, это мы просто идиоты, что-то не понимаем. Другие верят, что сверхдержава будет только в том случае, если она будет в какой-то период времени завоевывать какие-то территории, причем завоевать территорию чужого государства и при этом абсолютно не поднять уровень жизни в своем, для кого-то кажется нормой. Получается, что в нашей стране мы не создали условия абсолютно для того, чтобы здесь жили люди, и при этом рассказываем, что мы побежали кого-то там спасать в Украине. У тех, у кого есть дороги, есть медицина. Все так-то тоже очевидно, что там и коррупция была огромная, и все. Но я думаю, что теперь у них все будет гораздо лучше. Они создадут общество. Это, наверное, как-то плохо звучит, но вот война это все очень ускорила. Я надеюсь, что и смерть, уход нашего президента Российской Федерации, она тоже ускорила. Надоело это уже ОПГ во власти. Надо что-то менять. Здравствуйте, это вот вас беспокоит Воронкова Татьяна Ильинична. Помните? Да, Татьяна Ильинична, я помню про вас и что вам надо привезти щенка. Не породистая, просто дворняшечку маленькую. Я вам с приюта привезу собаку, я помню. Ага, ну все, давайте. Я вам перезвоню. Давай, выгребай. Давай. Передвигаться на лапах пока еще не умеет собака практически. Сыкотно. Ой, ты какая хорошая девочка тут у меня. Знакомьтесь. Тут у меня золотая девочка. Ой, тю-тю-тю-тю. Я уже кошек убрала. У меня же кошка, котенок, кура. Думаю, ладно, ничего, я справлюсь. Кура живет третье лето дома. Ей петух сломал лапу. Ага. И она что-то неслась целый год, потом... Дома неслась? Да, у нее свое место есть. А сейчас она уже... Ну, ты скажи, кто это там такой? Найда, тебе тут будет весело. Она чипирована. А что это такое? Чип внутри собаки. Если она потеряется, ее найдут. Ой, ясно. Ну, как бы это для того, чтобы собак отслеживать. Мне кажется, что нельзя навязывать. А вот, например, Этот договор как раз с партизанской 41. То есть здесь получается предмет договора как раз собака, которая вам передается, и права и обязанности сторон, что вы должны ее кормить, не вы... Ну, ясно. Что по телевизору рассказывают? Как чего? Я вот эти посмотрю передачи. А что это за передача? Место встречи с 2 до 4. Ну, я на пенсии, что мне делать-то? Животину обредила, да и все. У меня же еще козы. Сейчас вот сенокос начнется, будем сено косить. Я вообще ни разу не видела телевизор за последние 8 лет. Первый канал вообще не смотрела. Ну, а что ж ты тогда не интересуешься? А зачем, если я собаками занимаюсь? Мне вот собаками Ну, гораздо ближе. я работала все это и все время интересовалась вообще всей жизнью. Не только именно своей собственной там.
Ну, работала экономистом в лесопункте. У нас все время было разговоры про телевизор, про жизнь в нашей стране. Не война, а специальная операция. А чем отличается? Ну как чем? А вы что, против этого, нашей операции? Или за войну? Или просто, что мы начали войну? Так я у вас У меня спросила, я-то ведь у не нас на смотрите. Украине столько родственников, и все они вот стонут там. А что стонут? А не выехать, не заехать. Это было вот до этой операции. А сейчас? А сейчас точно так же. Их бомбят там, в Донецкой области. Кого? Родственников? Да, И они там до сих пор? конечно. Как их сюда-то вытащить? А если бы они там остались, их бы добили, да и все. Так вы говорите, они там. Ну, так сейчас-то уже освобожденные. Сейчас не бомбят. Почему не бомбят? Так же Бомбят? бомбят, да. Так освобожденных бомбят. Украина бомбит еще какую-то окраину Донецка. Ведь не всю еще область Донецкую-то. Освободили не всю. Не всю, да. Луганскую за это самое сделали. А, это не А всю от кого еще. освобождают? А вот этих наемников. В основном наемники у них там работают. Где? Не украинцы даже. В Донбассе наемники? С украинской стороны наемники. У нас здесь был местный свой парень, приезжал, вот здесь родился. Он приезжал 2 года назад сюда, приехал. Он уже фашистом был. Он столько здесь бучи навел, тот парень, мужик. Его тут чуть не убили, он опять уехал. Куда? На Украину. Че, нам нужен тут такой вредитель? Вы зомбированы, вам ничего не надо, вы такие, вы сякие. Я говорю, Женька, ты вот здесь с нами бегал, голожопый. А родственники созваниваетесь? Созваниваемся, как мы созваниваемся. Созваниваетесь? Теперь. Когда последний раз звонили? Ну, я теперь уж не знаю. До Троицы мы звонили. То есть до войны еще, да? Ну, ты что, девушка? Война началась 24 февраля. Не война, а операция, как называется. И что родственники говорят? А говорят, что война. Говорят? И с ними там ведется война. Русских убивают, именно русских. Не то, что там, если ты украинец, у них же паспорта тоже выданы. У них написано украинец, а у других паспорт украинский, но написано русский. Проверили, все, в расход. В расход это как? Ну, расстреливали Кто? натуральным образом. А кто расстреливал-то? Они, их не вот сейчас их уже на месте могут расстрелять, а так до этого их забирали. А куда забирали, кто его знает? А кто забирал? Прятались. Ну как, власть-то ведь в любом поселке есть. Староста или еще кто-то. Ходят с этими, со своими. Так в Донецке есть власть, которая забирает людей и убивает? Ну сейчас-то расстреливает? нету. Ты что, девушка, это было-то? Теперь уже ничего нету. Теперь на самой Украине там у них все. Где нету наших войск. Ну у нас не войска, у нас просто эти. Кто? Ну, не войска. Войска, я представляю, что это большая армия. А у нас только пока одни эти военизированные стреляют. Военизированные Да. кто? Артиллерия, все. Это не войска? Нет, я считаю, что войска это много. А тут они точки давят. Ну, наши не стреляют же по мирным городам. Не стреляют? Да. А думаешь, стреляют? Ты такие вопросы задаешь, как будто ты Я против. телевизор не смотрю. Вон сейчас сидит одна учительница, говорит, в школе преподает ребятам совсем другое. Уехала в Португалию. Как вот началась операция, они быстро все разбежались. Угу. А что разбежались-то? Она говорит, я Бога молю, чтобы у нас президентом был Навальный, Мгм. а я была бы министром просвещения. Мгм. Понимаешь? Мгм. Есть такая ум у этой девушки, женщины. Деньги всех портят. Лучше бы их не было. Кого? Денег у них. А вы видели, верите вообще, что у Путина есть дворец? А при чем тут у Путина и дворец? Почему у него не должно быть дворца? Если Так он же слуга народа, почему у него должен быть он не дворец? слуга народа. Не слуга? Да, слуга народа это вот этот. Он просто Кто? исполняет свои обязанности. Тот же Путин. Так Путина же выбирает народ. Ну и что? Ну, то есть это мы его взяли на работу. Ну интересно, сравни меня и Путина. И у что? меня есть дворец, а у него нету. У вас есть дворец? А это что, не дворец? А у него такой же? А у него, может, лучше, потому что он не сидит в деревне, как я. А я что? не собираюсь туда ехать. Есть люди, и есть начальство, Мгм. есть правительство, и есть государство, которое мы сами выполняем. Давай, девушка, заканчивай эту музыку. И
кончаем. Мне это не нравится, ваши разговоры. Мгм. Хорошо. Я хоть и не коммунист, и никто, я просто обыкновенная пенсионерка. Но прожила жизнь, мне нравится. Даже в наших вот краях. Я не против, хорошо, что вам нравится. А вам теперь, молодежи, вообще ничего нет у вас, ни чести, ничего. Думаете? Да, думаю. Думайте, как, извините, пожалуйста, только о своей жопе. Давайте вроде бы- побыстрее заканчивайте. Сейчас я допишу. Меня ваша музыка не устраивает. Так я же вам вроде ни одного слова еще не сказала. Да, зато вопросы задаете идиотские. По вузам дискуссионнее. У нас что, дискуссия или просто какая-то... Да я просто... Вы начали говорить, я вас спросила, вот и все. Вы отвечаете, можете не Вы отвечать. спрашивали, не я начала. Ну, так я и Что говорю. там, я 8 лет не смотрела, это же ерунда, что ты говоришь. Почему? Я тебя сразу раскусила. Да потому что не может быть, человек живет и не смотрит телевизор. Приедьте ко мне домой, посмотрите. Ну что, ну зачем мне это нужно? У вас нету жалости никому, не Ну, только к животным. У меня? Вы за это деньги получаете. За что? За то, что питомники собираете, да все это. Вы Вот у вас уверены? такая, да, у вас такая есть политика. Добровольно вы это не делаете. Во всех странах здесь вопрос стоит безопасности. Мне даже вам ответить нечего. А не надо, я не прошу ответа. Поэтому давайте при всей нашей толерантности, уважаемые Вы просто, если... Ну, есть доказательства, вы говорите, если нет, то лучше не надо. Я Ну действительно а почему являюсь вы так меня волонтером. доказательства просите? Как, до чего, да почему, да? Просто- Верите, не верите? Я же вам просто сказала, что... Я уже жизнь прожила, и неплохо скажу. Ну, так ради бога, я же вам ничего вроде такого не сказала. Я просто вам скажу, Всё, что я не давайте, получаю... давайте, не давайте, получаю... давайте. Я читаю, я не получаю за это деньги, если что. Я волонтер. Что вас не устраивает, Георг Борисович? Смотрите, вот здесь договор, получается, предмет договора собака, как я вам сказала, права и обязанности. Это я уже сторон. все поняла. Да, да, Я ну, человек грамотный, извините меня. Я должна вам это сказать. Я прочитаю. Сказали, вам не надо, но за животину нужно всегда давать денежку, чтобы ей было хорошо. и спокойно. Да ко мне-то я ведь их не... А кто принес, тот и получает. Хорошо, благодарю. В деревне так делают. Не знаю, как у вас, а у нас так. Хорошо, благодарю. Освещение в нашей специальной военной операции, которые их поправят. И Всё, люди тетушка, почитают, всё, моя которые хорошая. скажут, да, Мне даже сказать нечего. Я не знаю, как реагировать на больных людей. Я понимаю, что я так общаюсь в своем окружении с 99% своих клиентов, которые, когда не знают, как ответить на вопрос, начинают проявлять в мою сторону агрессию. Но мне их жалко, с одной стороны, а с другой стороны, я им завидую, потому что их все-таки большинство. Большинство дебилов. Мы, в принципе, достойны того, что имеем. Те продуктовые магазины, которые рисковали и открывались, они были очень большими очередями. То есть люди гребли абсолютно все, потому что не знали, что будет завтра. И по новостям, как бы новости были не очень хорошие. Мы понимали, что на нас движутся колонны техники, которые были замечены в некоторых городах в нашем направлении. И мы понимали, что нас просто вот идут брать. Ну, то есть так это выглядело со стороны. Естественно, все боялись, что у нас просто не будет никакого пропитания, ничего, и гребли абсолютно все. Вот. На данный момент вот что происходит в городе, то есть у нас половина города, она выехала, половина самые стойкие, ну как я их так называю, остались. Это те, которые просто уже привыкли, хотя это тоже очень психологически странно, я имею в виду привыкнуть к тому, что через час может случиться тревога, что где-то что-то бахкает, что мы созваниваемся и узнаем, у кого там где-то что разрушилось, кто жив, а кто уже может быть не жив. Когда происходит тревога, все стараются быть в укрытиях или просто как-то осторожничать, но практически, когда происходят тревоги, ничего не происходит. То есть все происходит, когда тревог нет. Поэтому, когда мы ходим по улицам, это уже привычно, вот, что вот иду и смотрю, ага, если что, где лечь. Ну, то есть за каким бордюрчиком спрятаться. Все мои родственники по папиной линии, они находятся в России, в Белоруссии. Причем очень обидно, когда все началось, они очень кротко общаются с нами, то есть они то ли боятся у нас спрашивать, я не знаю, то есть даже они не задают вопрос, как ты. У нас в Украине вот этот вопрос, как ты, он приравнивается к тому, что я тебя люблю, потому что с тобой кто-то интересный
интересуется, жив ты или нет. Лиза, я тебя очень люблю. Я тебя вообще обожаю. Я тебя обнимаю, мире, видишь, все хорошо. Покажи мне свою шерстянуху, где там он у тебя. Вот он стоит рядом и ждет, когда мы пойдем в парк. Давай, дорогая. Все, давай, я тебя люблю. И я Пока. тебя люблю, обнимаю, пока. Пока. Не, мне кажется, дачу надо брать хотя бы из-за этого. Так иди уже. А Кира там. Она знаешь, что сделала? Она подпрыгнула. Пойдем еще. Смотри на нее. Давай. Давай. Ну круто же, ну природа, связи Я нет. же тебе сказал, что я с этим не спорю. Не, ну я бы рванулась сюда. Я бы на 2 дня в неделю записывала груминг. Я жила бы здесь. понимаю, что у тебя уже все распланировано. Только знаешь что? Ты у меня очень эмоционально. И решение принимаешь на эмоциях постоянно. А я призываю тебя включить голову. Аня, ну правда. Ну, пожалуйста. А давай гостиницу откроем быстренько. Завтра. Не получится быстренько. Ну, за недельку. Не за недельку не получится. Получится. Нет, я тебе правду говорю, нет. Тут даже на веранде можно Анюта, поставить. послушай, правда, у нас нет такого денежного ресурса. Мы Понимаешь? заработаем. Слушай, так на чем ты На заработаешь? собаках. Так на ты- зоогостинице. Так ты где? Ты сначала гостиница должна быть, чтобы Так вот начать. она, вот. Ты правда, ну, или ты просто капризничаешь, или ты правда не Нет, представляешь? я все понимаю, что надо сделать для того, чтобы все было. Надо взять дачу и начать работать. — 25 октября этого года, получается, того года, да, 21 того года я ехала с Шииса в поезде, и мне позвонил муж, сказал, что горит зоогостиница. Время было, наверное, около 9 вечера. Муж успел вывести всех животных отсюда. Горело тут несколько дней, в общем, догорало. Пожарные не работали, вылили первую машину и уехали на дозаправку за 40 минут, и как раз за это время все сгорело. Ну вот, нет зоогостиницы, все поле заросло, получается, никто сюда не ходит, а так у нас, ну, вот это вот потрясающее место, конечно. Здесь мы выгуливали собак, там есть лес нескончаемый. Больно здесь находиться. У нас нет бумаг до сих пор никаких на руках. Я делала 2 запроса. Следственный комитет не отвечает. Для меня было очень тяжело подумать, что люди могут поджечь животных. Было понятно, когда машину расстреляли, допустим. Было понятно, когда написали заявление и там пытались органы опеки забрать детей. Все это было понятно, потому что как только копнешь, понимаешь, что таких людей нет, которые писали заявления, в заявлениях указаны, допустим, лица, которых вообще не существует. И к этому я, наверное, была даже готова ко всему. Но когда сгорела зоогостиница, это оказалось таким, ну, бесчеловечным, что ли. Потому что там жизнь внутри. И не очень хочется верить в то, что это мог сделать человек, поджечь.
Тя! Тя! Вот у нас в таких домах живут, и потом за Путина голосуют. Я, Наташ. Бабулечка, спишь еще? Ой, какая ты холодная-то. Подожди. У тебя даже хлеб есть. Есть. Мы хорошо живем. Ну, замечательно, видишь? Чай или кофе будешь пить? Я буду пить кофе. А есть у тебя молоко? Да иди ко мне, что ты туда убежала? Да я тебе след несу противно. Хочу тебя отравить. Жила бы, что пенсию дают. Жить да живи. На что пенсии хватает, бабуль? А? На что пенсии хватает? Нормально. На все? Все. Государство не обидело. Не обидела? А тебя обидела? Мне не хватает, мне работать надо было. А те, кто работал, им хватает пенсии? Смотря какие желания у них. Ну, у кого-то до калитки выйти, у кого-то хотя бы раз в год отдохнуть. Ты отдыхаешь. Когда последний раз отдыхала? Я работаю на своем участке, потому что мне это нравится, Анют. Но я знаю людей, которые отдыхают. То есть, если бы меня прижало, ребят, вот дело в следующем. Я бы по-хорошему ходила за своим огородом. По-хорошему, а не так, как получится. И я бы свои овощи продавала. А тебе разрешили бы продавать их? Продай это не в том объеме. Наташа, ты вообще в курсе, что нельзя продавать со своего, неважно в каком объеме, даже рыбу сейчас продавать нельзя, которую ты выловила. Ты за 15 рыбин сядешь на 15 лет. Смотря какую ты рыбину выловила. Продают. Наташа, продают. А можно или нет? Ты говоришь, что я бы выращивала и продавала. Ты бы так не смогла В продавать. наших условиях, вот у нас здесь, я бы могла продавать. Но вот если законы, как оно где-то действует, где-то не действует, можно, кто-то ворует. Анюта, вот знаешь, на свою жизнь, вот то, что это, даже просто на жизнь, и на всю зиму, это хватает не только мне, но это и сыну, и невестке с внучкой в Архангельске. То есть им работать не надо, ты их обеспечишь. Они работают, я могу дать. Наташ, я с тобой не спорю. Ты мне-то что доказываешь? А я не доказываю. Да, я-то понимаю, что пенсии не хватает никому. Бабушка в 94 года, пенсия-то у нее неплохая. Я знаю. Но она не людей, может себе которые- позволить, она не была за границей, она не может себе позволить съездить на Нет, море. не Я-то нужно. про это. Мне не нужно. Чего? А почему? Потому что она мне даром не нужна. Почему? Вот, Анют, мне хорошо и уютно здесь, да. На море то, что были, для меня там вообще кошмарно просто-напросто. Я не люблю ни суету. И когда много людей, Ну, то есть тебе отдых не нужен. я отдыхаю, вот получаю удовольствие, когда я хожу в лес, когда никого нет, когда телефон не работает. Ну, так это, Наташа, не отдых, это Это- обычная жизнь. Ты можешь свято верить во что-то, да, но это будет только твоя правда, это не будет моей правдой. Ну, Потому- да, да. поэтому у нас и нет общей точки зрения. Поэтому, ну, правда у каждого своя, это все понятно. Только вот смотри, есть определенные какие-то каноны в жизни. Есть они? Да, Ну, они же общие для всех. да, не убей. Да. Сейчас что происходит? Знаешь, то, что сейчас происходит, это было в 2014 году, когда людей сжигали. А кто сжигал-то? А на Украине кто сжигал? Ну, так вот расскажи, кто сжигал в 2014 году людей на Украине? В принципе, русские, которые были там, только они считали себя евро-русскими. Это украинцы. Что там правильно? Что сейчас-то происходит? А сейчас у нас спецоперация. Спецоперация? То Спецоперация. есть это не война? То есть то, что вот сегодня убили опять несколько детей маленьких высокоточными А ударами? откуда ты знаешь? Я это вижу, я общаюсь Видишь с ты украинцами. где? С украинцами общаюсь, Наташа. Хорошо. Они мне скидывают. Но это теперь... Ты пойми, что было раньше и то, что сейчас. Сейчас война онлайн.
прям онлайн, потому что во всех городах стоят видеокамеры, которые транслируют, это все можно посмотреть. То есть это не телевизор, в котором вам доносят информацию, которой по факту нет. Я понимаю, Анюта, вот в этом мы с тобой и расходимся. Ты говоришь о том, что я смотрю телевизор, и поэтому я замирована телевизором. Ну да. Я тебе говорю о том, что ты смотришь через интернет-помойку и ищешь там говно. Я не ищу говно, я общаюсь с родственниками в Украине, С Наташа. родственниками, с какими родственниками? Я общаюсь с Петро, общаюсь со Светой. А Ну, кто? я Это точно не так же. родственники? Родственники твои. Родственники. Я только точно так же помню, что вот Петро. Господи, когда же мне это было лет 14, мы ездили в Украину. Там еще тогда мне говори, москаляку, нагиляку, это мне говори. Так их за это убить надо, Наташ. У нас фашистов Не полстраны. Не надо. Так а за что мы их убиваем-то сейчас? А за что убивали на Донецке? Нет, ответь на вопрос. Сейчас за что убивают в Украине людей Не мирных? надо. Мирных это кто? Мирных это детей, Наташа. Хорошо. Донецкий за что? Украина за что? Ты можешь ответить, что сейчас происходит в Украине, за что мы убиваем? Так это, ну, Анют, я скажу так, когда сожгли в Одессе, когда начали убивать детей в Донецке, я тогда еще подумала, что как-то не все хорошо в нашей жизни. Я бы тогда еще, если бы это была моя возможность, мое слово, тогда бы начала эту спецоперацию. И когда по уничтожению мирных жителей? Нет, по уничтожению фашизма. Какого фашизма-то где? На Украине. А здесь у нас есть фашизм в России? Я тоже думаю, что здесь тоже есть такие же. А почему на нас не напала соседняя страна, не уничтожает, не убивает наших Мы фашистов? сами с этим разобраться. А почему тогда мы лезем в чужую, Скажи, Украину, пожалуйста, в чужую страну ну и что? убиваем там А людей? мы еще Мы разбираемся с чужим фашизмом. у нас в В Донецке. чужой стране. У нас в Донецке что? Кто там? Русские с нашими Наташ, паспортами. ты знаешь, где Паспорта. есть границы? Вот есть границы суверенных государств. Украина и Россия – это разные государства. Почему мы пришли спасать украинцев от фашизма в России? Если ты считаешь, что потому с нашим фашизмом мы должны разбираться сами. Аня, Украина и Польша были под Россией. Да и что? Ну и что, так она Россия? Кто? Польша – это Россия? И дедушка мой, мамин отец, служил в Польше. Польша была под Россией. Так и что, бабуль, надо убивать теперь за это или что? Нам надо территории забрать? Они напали-то, не Россия напала. Кто напал? Они начали первые... Кто? Все, Украина бомбила. Сколько? Кого? Донецк. Россию. Когда? Да хоть когда. Донецк. Да когда? Ну, Наташ, ну не Их было. освобождали вот Я эти знаю, с еще войной, и вот они это. и нападали. Меня, значит, Да. интересует. Вот, Не правда. разберешься в государстве. Что? Я разберусь в государстве. Бабушка, я в этом общаюсь много лет. С кем? С людьми в государстве. Я вижу, что это- происходит не через телевизор. У меня телевизор не показывает, и я не понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю, что тебе показывают что-то другое. У меня не показывает что-то другое, Наташа. Я просто всего лишь не в телевизор смотрю, а в окно. И что там в окне-то видишь? В окне люди ходят срать в туалеты прямого падения, Ну, а да. потом идут голосовать за Путина. Ну, Потом они получают пенсию 8,5 тысяч Ну. и опять идут голосовать за Путина. за кого нужно? Надо власть менять, неважно как фамилия, Хорошо. но власть должна меняться. Не 30 лет человек должен сидеть у одной власти. У нас. Один и тот же. Раньше цари Меня, сидели до смерти. Вот, Анют, меня это нисколько не Так сейчас у нас царская Россия. Ну, Меня это смени не Путина, пугает. смени. Ну, И кого? кого? А кого выберете? Кого угодно, хоть меня. Хоть Тебя? кого. Ни в коем случае. Управлять Анют, государством. Почему? А Путин хорошо управляет государством? человека Нет. такого, как ты. Пока Анют, правит, пусть правит. это лучше самого. Тебя Если вовремя приходит. Бабуль, дома тебе там не 90... сидим. Бабуль, В тебе магазинах всё 94, есть. тебе приходит пенсия вовремя. 93, внучка. И не скоро. Бабуль, тебе приходит пенсия вовремя. А миллионы людей остались без пенсии, потому что у них пенсию отобрали. Я должна 300 литров молока выносить государству, Я а знаю. денег-то не платили. Я знаю. Потому что Картошку сдай. Есть курица или нет? 3 десятка выплати. Если Это нет у тебя было давно. это овца, шерсти сдай. Это не брали? Это воровство, бабушка. Пролетел немецкий самолет, всех прибил на поле, смотря на какой совсем стороне охотят. он был. А мы
Как Смотря он немецкий где самолет был. летит уже по звуку, на 5 закажух спрятывались. Мы живем в разных реальностях. Вот и все. Мы живем в одной реальности. Поэтому Только я нет. смотрю в окно, а ты в телевизор. Может, наоборот. Может быть, ты смотришь в телефон. Нет, я я смотрю, смотрю в Наташа, в окно. А почему ты так думаешь? О себе ты так думаешь так, а обо мне ты думаешь по-другому. Потому что ты со мной разговариваешь с позиции власти, а я с тобой разговариваю с позиции Я человека. разговариваю с тобой с позиции то, что это было несправедливо. И Несправедливо. когда Порошенко сказал, что ваши дети, это я видела, а ты была занята другим, Анют. Когда я у тебя спросила, где ты была, ты мне что сказала, Анют? Ты другим была занята. Я экологией занималась, Наташа. Правильно. Я тебе сейчас говорю, что происходит. Я тебе говорю про Донецк. Так за что их убивают-то вот сейчас? За Донецк? За что тех-то убивали? За что сейчас убивают? За За Донецк? Одной кровью смываем другую или Во что? время войны за что убивали? За что сейчас убивают, бабуль? За что их Вот убивали что? 8 лет? Войну все Уголовные убивали. дела заведены? Я не знаю. Не заведены, Наташа. Это убивали Я не российские знаю. войска. Я тебе не верю. Это война. Так ты там не была, ты показывали по Я не телевизору, была. ты сравниваешь только телевизор. Потому что это было, знаешь, как тебе сказать, Анют, Я в плен не Это кончили, было до чего доболтали, настолько да? неожиданно. Это было настолько непонятно. спорить? Так что непонятно, Были войны, что в телевизоре войны. показывают? Нет, это И было будут непонятно, войны. почему людей сжигают. а Сюжет никто воюют. об этом. Так и сейчас сжигают. Они за что Верят, расплачиваются? верят. За то, что мы напали в 2014 году и продолжаем их убивать 8 лет? Кто Ну, напал в Россия 14 много году? что- Российские войска зашли и напали, Наташа. Вашу мать, Аня, мне с тобой тяжело говорить, когда я зомбированным телевизором, ты зомбированным интернетом. Я не забит, Наташа, я не по интернету разговариваю. Кто ищет грязь, всегда грязь находит. Кто ищет говно, тот находит говно. Кто хочет найти что-то доброе и чистое, тот будет это и искать. Так, Наташ, ты за войну добрая и чистая? Я за то, чтобы люди могли жить спокойно в самом Так деле. сейчас Но их убивают. Иногда. Для Надо того, их убить, чтобы они для могли того, жить чтобы спокойно? Для того, чтобы принудить к миру, бывает война, понимаешь? Кого принудить к миру? Ради бога, да вот это даже правительство. Аня, я не хочу. Так ты хоть скажи мне тогда четко, кого надо принудить к миру, чтобы не было войны? Аня, мы сейчас с тобой разосремся на пол жизни. Выключаем все. Выключаем все. Выключить не вышло. Чего, Аня, ты за свое споришь. Нам-то чего? Вы жили, так и жить будем. Каждый по-своему живет. А мне нормально. И что умереть, да похоронят, и слава Богу. А чего и надо? В магазинах сейчас все есть. Иди покупай, чего хочешь. Бабуля, дело-то не в том. Дело в том, что у тех, кого убивают, нет уже магазинов, и пенсии нет, и вообще ничего нет. Почему-то об этом никто не думает. Ладно, Не убирайте. мы поехали. Да я что, на обиженных балконы падаю? Что обижаться-то? Я в этом живу 30 лет в говне. Что? Я выйду сейчас, угомонись ради бога, выдохни. Я против войны. Ты не злись на человека за то, что у него другая точка зрения. Я же не злюсь на тебя за это. Я тебя не выгоняю за то, что у тебя другое мнение. Я не злюсь, не машу руками, не говорю, не подходи ко мне, Наташ. Оставайся человеком в любой ситуации. Да я тебя просто поцелую и уйду. Да что я тебе сделала-то? Да мы как в крепостном праве. Я тебе говна сделала, убила твоего ребенка, изнасиловала твоих родителей. Что Ой, я тебе блядь. сделала? Да кто тебя изнасиловал? Ты? Так я-то тебе что сделала? Тебя-то кто? У тебя-то кто ребенка убил? Тогда мягко было. Твоего ребенка. Ты сейчас за что злишься? За чужое мнение, за другое или за что? Нет, у тебя может быть чужой имя. Я же тебя не отпихиваю, ты мне не перестала быть тетушкой. После того, что... Да не перестала. Не стала, Аню. Да с чего вдруг-то? А вот с того вдруг. Ну я-то ведь не перестала, Наташа. Я тебя любить тоже не перестала. Не надо мне такое. Ну не надо, так не надо. Ко мне Я не подходи. ничего не Ко делаю. мне не подходи. Не подходи ко мне, Анют. Я к тебе приеду вечером. Не надо. Одна приеду Не вечером. надо. Ну не надо, так не надо.
реакцию, и мне не совсем понятно, что это такое, зачем мы это делаем. Илюха, ты смотрел «Лошака» фильм этот? Ну, я смотрел не до конца. Украина всегда имела свой язык. свою Просто такое ощущение, что прям в нашей семье снимали. подавлялась в течение советского периода, и вот они... То есть и я в отношении своей мамы понял, что это бестолковая затея. То есть думаешь, что даже если долго и вот по фэншую, то все равно ничего не получится? Ну, единичные случаи. Я не говорю, что не получится со всеми. Я говорю конкретно за мою маму. То есть я не знаю, Ну, с моей может тоже быть, и не за прокатит. твою. Нет, тоже. с моей тоже не прокатит. Ну, как бы тогда зачем с ними разговаривать вообще об этом? Как мне, допустим, посоветовала Света, у нее с мамой получилось. Она в конце февраля, там в 30-х числах, через неделю после того, как началась война, вывезла ее в деревню. А там нет телевидения. Ну, то есть, и она говорит, я сначала ее вывезла, потом вывезла к ней тетушку, потому что у тетушки тоже было несколько телевизоров. Вот, а потом привезла туда своих детей. Говорит, первое время я туда приезжала, я садилась в машину через полчаса, отъезжала от деревни, выдыхала, ревела, потом возвращалась обратно. Но вот сейчас у нее получилось. Мама с тетушкой стали понимать, но это прошло почти 4 месяца. Ну, я же тебе говорю, это единичные случаи. А если человек еще плюс ко всему не готов принимать другую информацию, ну, так ты будешь биться просто головой об стенку. Я поняла, что я не пойду на день рождения. Ну, я... Во-первых, Никитос только что позвонил с моего телефона бабушке. Она не взяла... не то, что не взяла, я знала, что она не возьмет трубку, она отключила телефон. Вот. Я как бы, наверное, вот, исходя из того, что тетушке я уже день рождения испортила, я не буду портить его матери. Все, тогда давайте позвоним, как по готовности, хорошо? Примерно часика 2 рассчитывайте. Анечка, дай, пожалуйста, рюкзак. Оплата сразу или потом? Не, потом можете. по А факту. с ним присутствовать не надо, да? Если он будет агрессировать, я вам позвоню, вам придется его подержать. Просто я сейчас пока съезжу собаку, отвезу на КПП. А вы по любви, ну, в смысле буква Z, поддерживаете спецоперацию? Ну, так, приглянулась Майка просто. Ну, это не связано никак с тем, что на ней... Ладно, понятно. Спасибо за ответ. Все, тогда позвоним. Спасибо. Ты можешь нассать своему хозяину в Z-тапки. Слушайте, почему мне не получается реагировать на это все так спокойно? Ну, как бы, ну, дебил и дебил. Много же дебилов. Но больной человек. Чего меня так злость разбирает на этих? Наверное, потому что он не сознался. Ну, то есть у вас по любви, там, ну, вы поддерживаете спецоперацию, да, я поддерживаю спецоперацию. Следующий вопрос. Ну, почему там? Почему вы вот так думаете? Какие у вас там по этому поводу думки созревают? Нет, просто футболка понравилась. Чё пиздеть? Это ты что, все хочешь брать? Вот это не надо, вот эти два, это я взяла в зоогостиницу, надо их отвезти. Ой, в салон. 350, по-моему, или 300, господи, не помню. Сними очки. Да. Смотри, очки, учись. Давай я. Покажи мастер-класс. Давай, Никита, ты лучше сможешь. Не надо, Никита, с этой штуки, ну, при матери не надо. Ладно. Вместе со скамейкой чуть не улетел. Животом об воду, норм. И вы, Ксюха, следующее. А я аккуратно. Давай. Никита, не делай так. Не надо никогда так делать с людьми. Да вы что меня Так, Никита, ну так зачем? Я, видишь, маму катаю. Я тебя, видишь, катаю. У меня есть катамаран. Выныривай обратно.
Не надо так делать! Да я хочу, чтобы тебе удобнее было. И мне удобно. Ну, с мягким, но... Мама против того, чтобы... Сережа тебя очень уважает, прям очень уважает. Не знаю, почему, он сказал, что он к тебе очень хорошо относится. Он, когда сказал, что мама против мусора, он все выкидывает в мусорку. А как он к войне относится? Ну, как бы, он не за кого, он просто... Он вообще за мир. Ни за кого он не болеет. Ну, так Дима с Сережей, у них папа из России категорично. А Дима, он единственный понимает то, что за Украину единственная семья. Ну, Дима, по-моему, единственный, кто был против Путина, он меня поддерживал. Помнишь? Да. Он говорил, что его мама молодец. Именно Дима. Сережа за Путина. Даже дети понимают. Нет. Я за мир и все. А взрослые не понимают. Не хочу войны. Помнишь, что нам рассказывали, что было? Я не верю, что Яма вот самое лучшее, которое можно говорить, честно. Мы сейчас это устроили в чужой стране. Это острая тема. Напали в 5 утра. Стали убивать. Июля. Поехала на встречу с юристом, чтобы решить вопрос, как покинуть страну. Видимо, придется. Вчера стали таскать моих близких в ФСБ. Я живу в закрытом городе. Ну, мирный, понятно. Да. Я сам из Архангельска. Потому что у меня до этого пытались забрать детей органы опеки. Мне расстреляли машину. Из травмата? Не нашли, не знаю, как бы. И напрямую сказали, что убирайте машину, подбросить наркотики. Берите детей в охапку, даже не возвращаясь в Плесецк, и улетайте. Надо забирать документы и в школу. Просмотрите еще. Слушайте, оставьте доверенность нотариальную на кого-нибудь, кто соберет документы. И все эти документы вам перешлют. Пока вы будете собирать документы, вы доиграетесь. У нас просто ситуация... Несколько месяцев назад у нас сожгли зоогостиницу, и как бы вот... У всех ситуация сложная, да. Но тут нужно выбирать. Я понимаю, потому что все эти варианты, надо искать варианты. Они все равно такие, что подразумевают за собой какие-то потери. Нужно выбирать. Если вы будете собирать в маленьком вашем городке документы из школы, это будет такой звоночек для спецслужб, что вы точно никуда не улетите. Это да. Это объективная реальность. Я просто, если бы хоть когда-то мы уезжали Понимаете, из России... Тут нужно еще понимать специфику спецслужб. Тому отделению ФСБшному, которое работает у вас, им нужно так называемые палки, отчетности, чтобы показывать свою героическую работу. А какая у вас там отчетность? Вот на таких, как вы, и будут делать, и делают. Вот у вас смартфон есть, авиасейлс откройте, посмотрите, сколько билеты стоят. Сейлс. Москва. Куда? Куда хотите. А куда я хочу? Я не знаю, куда вы хотите. Несколько дней назад Анюта пришла на работу в студию и обнаружила в студии включенный пистолет с герметиком, с клеем герметичным. И до этого обнаружила также невыключенный свет. В студии сейчас стоят прослушивающие устройства. Теперь уже понятно и очевидно, для чего все это происходит, так как город закрытый. Я так понимаю, что наши местные органы самоуправления и власти очень напрягаются от активной позиции какого-либо жителя. И все-таки, наверное, проще избавиться от человека, посадить его в тюрьму, чем потом искать вариант, что делать дальше. Илья позвонил, сказал, что он заметил, что по городу за ним следят. Ну, то есть, говорит, так ненавязчиво, но неоднократно замечал одну и ту же машину. Поэтому мы решили, что надо взять через РЖД билет с Москвы до Плесецка не на ту дату, в которую я
поеду. Блин, я, короче, спать вообще не могу нормально. Я сегодня проснулся в 4 утра. Че с машиной? Кира, иди на место. Ну, машину отдал я, чё? Не знаю. Обещал вроде сегодня посмотреть. Вот это. Нет, Чё, не надо? нет. Это платье домашнее, не надо. Вот это тоже не надо. Это тоже не надо. Нет, не надо. Оставляешь себе ножницы и мне ножницы. То есть раскладываешь изогнутые, прямые, смотришь там 7,5, 8 и 9. 9 у нас вообще одни только ножницы. 9 это черные, длинные, изогнутые. Я их заберу однозначно. То есть у тебя все равно сейчас на первое время все останется. Потом, когда подзаработаешь денег, будешь просто потихонечку докупать. Но у меня 5 лет ушло просто для того, чтобы собрать все, чтобы потом не приходилось докупать больше. Цветы вывезли? Надо будет сказать, чтобы они освободили. Наташе сказать, чтобы она из холодильника забрала все продукты. Вечером тогда поговорим с детьми, да? Ай, блин, я не знаю, вечером или... Ну, мы скажем, что едем в отпуск. Да они же не дураки, уже не маленькие. Привет, очкарик, как дела? Че там уже в тюрьме? На, поговори. Ты че, хорош? Да просто это, кровать похожа на тюремную. Да ты был в тюрьме? Я тебе сейчас дам, точнее, дам телефон Ксюши. Она пусть отойдет, а вы поговорите. Хорошо. У меня к тебе серьезный разговор. Слушаю. Внимательно. Слушай, Ксюш, завтра днем вы с Никитой едете на поезд, Илья вас отвозит. Вы вдвоем едете на поезде до Москвы. Илья едет с вами параллельно на машине с Акирой и с Машкой. Оттуда потом сюда обратно? Мы из Москвы поедем сначала отдыхать. Ну, то есть отдыхать вы будете не в Москве, мы поедем на море съездим. Это я поняла, а оттуда уже мы обратно в Саянск когда отдохнем? Ну, когда-то вполне возможно. А мы типа можем не вернуться? Ксюш, тут покажет только время, честно говоря. Ага. А на сколько мы едем? Я, чтобы тебе не врать, скажу только, что пока точно неизвестно, насколько мы едем. Потому что я тебе вот прям честно говорю, я сама не знаю, и по срокам я тебе ничего сказать не могу. Посмотри на меня, пожалуйста. Я тебя очень прошу никому ничего не говорить. Вообще. А если мне ребята писать будут, типа, ты где? Скажи, что поехала с мамой, с семьей отдыхать. Ну, я увидеться не смогу. Ну, у тебя завтра поезд днем. Неожиданная новость. Неожиданно, короче. Ксюш, ну ты же понимаешь все, правильно? Я понимаю. Я надеюсь, что мы хотя бы сюда вернемся потом, хотя бы ненадолго. Надеюсь. Я тоже надеюсь, Ксюш, что у нас будет когда-нибудь возможность вернуться домой. Объяснительная. Я Юрий Шевчук из группы ДДТ «Против войны. Миру мир». 24.02.22. Здравствуйте. 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 Аня. Ну, Юрий Леонидович просто сказал, что его сейчас нет. Его сейчас нет. Да, и можно передать через вас. Можно. Вы нам помогали пару лет назад записать здесь песню. Протестную. Я помню, да, помню. Да, сделала женщина с Яринска, это по ШИИСу. Да,
Мы просто, когда у вас были, Юрий Юлианович тогда помог финансово ШИИСу, передал. А как вообще сами? Не планируете покидать Россию? Нет, точно нет. У меня груз очень большой, 3 детей, супруга. Я думаю, что это невозможно просто. Но и большого желания нет. Но кому мы там нужны? У меня просто тоже не было большого желания. Сейчас как раз вот в течение вот этих дней мне приходится с семьей уезжать отсюда из России, чтобы... Ну, выбор невелик, в общем. Либо в тюрьму, либо... Слушайте, а вы видели сами потом клип, который получился? Нет, я не видел. А нет желания посмотреть? Тогда казалось, что народ гигант, Угу. а сейчас как-то не кажется совсем этого. Везде все одно и то же. Это вот протесты, получается, с 18-го года, которые были. А сейчас такого уже нет. Единственная наша сила, греми над миром яростный набат. Зови в единый строй своих солдат. Под каждой крышей, в каждом из сердец свобода дышит. Зреют гроздь гнева и священной клятвой. Волею крепка, уже к оружию тянется рука. А почему у тебя сим-карта-то та же? Почему поехала с сим-карты? Ты толку до твоего телефона, что ты его перебаршивала? А что, переадресация не помогает? Нет, конечно. А, ну я же к вам не поехала. А здесь-то что? Они же тем более знают, что я в Москве. Блин, Аня, ты правда, что ли, настолько не понимаешь? Ты что, в другой стране или что? Ну так объясни, Илюх, я правда не понимаю. Я не поехала в Савинск. И что? То есть эти товарищи есть только здесь, да? Больше их нет нигде. Я сим-карту достала и выкинула. Сломала и выкинула. Но при этом прочитала, что невозможно отследить сим-карту достану из телефона. Ну, зачем я ее сломала и выкинула? Теперь у меня переадресация не работает. А я тут при чем? Я тебе что, сказал ее сломать и выкинуть? Охуенно! Во! Ладно, давай. Ого, я вижу букву, вот эту вот, которая из георгиевской ленточкой сделана. Борьба нас сплотила, единственная наша сила. Борьба нас сплотила, единственная наша сила. Ты моя девочка. Привет. Ну, а мы куда собираемся? В Грузию. В Грузию. А мы говорили, мы на море поедем. Так там море вообще-то в Батуми. На каком языке там говорят? На грузинском. Да мама. Я тебе серьезно На говорю. грузинском, ты что? Не, ну там много очень русских сейчас, Вот на самом именно, деле. вот, да. В общем, все ищем Жужика. Не, ну мы точно Я вижу узнаем. Жужика. Вон, да, вижу Жужика. Жужик. Тихо, ты собьешь меня. А стык там моется-то. Да, Машечь. Ну чё, вы как? Ты моя девочка. Как дела? Нормально. Не зря поехал. По друзьям скучаю. Ну, друзья никуда не денутся. Друзья, они... Разъедутся, скоро школу закончат, а разъедутся. Друзья проверяются временем как раз-таки. Я прочитала. Ира! Маша! Тихо, 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 тихо. Ира! Ира! Никита, подними это сюда, и мама один контроллер. Что? Будет грузинской кошкой. Не стреляй, воробьев, не стреляй, голубей, не стреляй, просто
просто так из рогатки своей. Эй, малыш, не стреляй и не хвастай другим, что без промаха бьешь по мишеням живым. Ты все тиры залазил, народ удивлял, как отличный стрелок призы получал. Бил с улыбкой, не целясь навскидку и в лед, а кругом говорили: вот парню везет, не стреляй! Не стреляй, не стреляй! Не стреляй! Руки прочь от ШИСа! Руки прочь от ШИСа! Руки прочь от ШИСа! Руки прочь от ШИСа! Нам в действительности сейчас нужна помощь. Сейчас происходит революция сознания каждого человека. На станции 6 творится беспредел. Капитан Сугин, главный розыск по России Котовский, оперный помощник. Можно ваши документы посмотреть? У кого именно? Ну, у всех. А что случилось? У нас поступила информация в южную часть о том, что в данной автомашине, которая передвигается в домы, город Котовск, находится литература, запрещенная к обороту Российской Федерации. То есть, Литература? Литература, да. О как! О как! Посмотрите, сколько нас! Обращаюсь к гражданам Российской Федерации. Не забывайте про народные победы. Они возможны. Тому пример ШИС, что находился и находится в Ленском районе Архангельской области, где планировали построить самый огромный полигон для мусора из Москвы и Московской области. Несколько лет борьбы с властью, с системой привели к такому итогу. Полигона здесь нет и не будет. Территория рекультивирована. Не забывайте о том, что сплотившись, мы можем все. Мы напали на наших братьев и сестер. Сейчас гибнут мирные жители этой страны. Я прошу у вас прощения, дорогие украинцы, за то, что мы вас не спасли и не смогли уберечь. Мы пересекли границу, находимся в Грузии. Здесь очень тепло и хорошо. У нас все в порядке. Дети, привет!